Приветствую, дорогие друзья, приветствую юных яхтсменов и суровых мариманов. Тема сегодняшнего ролика подсказана вами, даже не подсказана, а запрашиваемая вами, потому что, я бы, наверное, на этот ролик не решился, но ваши пожелания, какие были пожелания? Саша, вот когда ты готовишь или делаешь что-то вкусненькое, снимай это. Я не имею, наверное, такого опыта в готовке, хотя любой яхтсмен, он где-то в душе шеф-повар. Вот. Также я посоветовался с командой, и у нас подвернулся очень чудесный случай, про который я вам скажу. Вот мы решили запилить такой ролик. Поехали! С вами Саша Горан, и мы с вами на этом великолепном 67-футовом катамаране Алегрия. И все это в Ля-Рошеле, и все это на самом яхтенном канале Интерпарус. И сегодня будет просто самые лучшие французские блюда в исполнении великолепного шефа. Вот здесь. Поехали! Как я сказал, подвернулась возможность. Судьба нас свела с просто великолепнейшим шефом-поваром. Не просто шеф-поваром, яхтенным шеф-поваром. Человеком, который проработал на суперяхтах более 10 лет, который по образованию повар. Вот, и он из далекой страны под названием Новая Зеландия. Последние 10 лет он прожил в таком шикарном месте, как Кот-д'Азур, Лазурка. Просто бомбезно, шикарно готовит. И кроме того, он у нас член команды, а поскольку он с Новой Зеландии, там все дети, на яхтах начинают ходить раньше, чем говорить. Соответственно, он работает и дековым матросом, паруса умеет ставить и так далее, и так далее. То есть очень интересная личность. Позвольте, я вам представлю. Эдвард Беннет. Дорогие друзья, я представляю вам Эдварда. Он является шеф. Он работает на нашей Алегрии. Он великолепно владеет французской, азиатской кухней. И вы всегда просили показать что-то вкусненькое. И мы сегодня решили этим воспользоваться. И пришли вот на рынок Ля-Рошеля, который вы уже знаете по другим видео. И Эдвард меня удивит сегодня. Hey, Edward, you are from New Zealand. That's right. Just I told for our viewers that New Zealand guys start sailing earlier than Stan's Peak. That is correct. Yes, we born on the sea. Что ж, хорошее блюдо – это качественные продукты. Качественные продукты – это хороший рынок. А где еще лучше рынок, как не в Ля-Рошеле, здесь на Атлантике? Поэтому хорошая еда стартует с хорошего рынка. И мы сейчас пойдем на наш рынок. Let's go! Edward promised to surprise me. Okay. He's a little bit on the small side because the majority, the tail is a little bit small. You have some good meat in the claws. But yeah. So finally, you are a sailor, cooker, and fisher. And a fisherman, that's Yeah. right. Yeah, I love to fish. Yeah. I've done the Atlantic crossing 2 times, and on each time we've caught lots of fish, dorado, tuna, and I've made fresh sushi, obviously, with the fresh fish, and I have to cook the crew wonderful meals, which they enjoy. And actually, they complain that I made them fat on the way. So, go to Pascal. Okay. Oh, just to see. Look. Salt fish. Very fresh. It's good. Yeah. Я привел Эдди к нашему поставщику рыбы, к Паскалю. Он, во-первых, дает лучшие советы, у него лучшая рыба, да, и он ее делает просто великолепно. In New Zealand, do you feel Asian motif? For the food? Yes. Yeah, there's a huge amount of Asian influence in New Zealand, from Japan
China, Korea, Thailand, and there's a lot of restaurants. Terrible fish. It's not very pretty, but it tastes delicious. No, terrible in nature. Yeah. Что ж, Эдди выбрал на стартер, он сделает что-то из тунца, мы посмотрим. А на основной курс он взял рыбу-удильщика. Лот по-французски, рыба-удильщик, очень страшная рыба такая. Ее особенность в том, что у нее две кожи. Вот одну Паскаль снял руками, а вторую кожу Паскаль снял на такой машине, которая снимает вот все остальное. Кроме вкуса, мы еще попросили Эдди, чтобы это было красиво на видео, потому что вам надо передать это весь смак через камеру. Поэтому вот Паскаль отрабатывает нам сейчас лота. Tu veux que je coupe? No, How many pieces? No? Hold like this. Let's see. Паскаль, it's for me because I am a beginner. Beginner. But he's Beginner. For the cook. yeah, that's right. I mean, it's the freshest you can get anywhere in the world, really. It's beautiful, Yeah. fresh sea, very nice and cold, and a huge variety. So for me, it's all about going there, seeing what they have. Sometimes you're surprised. The fisherman, the fishmonger can offer you something that they might not have on a daily basis, and that's something that you would very much want to work with. Yeah. That's where the surprise comes from. For me, it's better here because I have pictures. Chèvre, coal. Exactly. Выбираем сыры для тарелки. Пока только козьи у нас. Do you prefer brebis or something else? Okay, thank you. C'est tout. Good quality produce. And that's the wonderful thing about this area. It's a lot of farms, a lot of variety. You're right next to the sea, and you can pretty much choose everything that you need whenever you want. So that's. Это моя традиция, здесь покупать кофе. Здесь самый вкусный кофе делает вот эта девушка. Они его сами обжаривают. Вот, поэтому мы сейчас получим удовольствие от кофе и продолжим наши покупки. У нас кофе-микс из Коста-Рики и Гондураса сегодня. Какао у нас, шоколадшо и мой кафе-крем. You connect sometimes Asian motif and French or European cuisine. Yes, yeah, you can. I mean, the techniques are a little bit different, but yeah, it overlaps the techniques. But it's a nice fusion as well with the styles. Окей, на время вот этой ситуации, вот это является нашим баром. Я не знаю, зачем они эти ящики здесь держат, но всегда здесь удобно поставить стаканчик кофе. Я делаю это обычно в закупку, вот в середине закупки. Достать хороший, смотрите, полный бретонского масла круассан. Эдди. S'il vous plaît, monsieur. И вот сделать передых. It's our rest. So, Eddie, I have this day when we work with you now. I enjoyed your meal. Thank you. But I would want that you surprise me now. Of course, yes. Onion rouge. Здесь обычно я покупаю свои овощи, фрукты, а моя супруга покупает их в супер био отделе. А я вот тихонечко их здесь покупаю. Вот по славной своей традиции я забываю сумки, поэтому нам подарили сумку. Я, да, это люблю это делать. Здесь лучшие травы. Тяжело как бы мне разбираться в травах, но вот здесь я доверяю людям. Чили. Граб. Maybe 12 piece. Ага.
Ну и самое вкусное это вино. We need some wine. We need some wine. Yeah, let's go. Мы сейчас в винном магазине Je Devant и выберем сейчас хорошее вино для нашего ужина. Вот так вот. Eddie, what you prefer? With the seafood, for the fish, I prefer white, actually. Nice dry white. I came here the other day and we had some beautiful white wine. I think it was the Sauvignon Blanc, I believe. Эдди выбрал вот такое вино Шардоне. Это местное вино из Шаран-Маритим, вот, 19 года. И нормальная цена 6 евро 50 центов за бутылку. Вот мы его как раз сегодня и попробуем. Я попросил, чтобы оно было не сильно кислое. Вот, и сегодня мы попробуем вот такое шардоне. Что ж, друзья, вернувшись с рынка, мы вам покажем то богатство, которое мы купили. Итак, что ж Эдди предлагает? Для стартера он делает тартар из вот этого чудесного тунца в комбинации с авокадо. Посмотрим, как это будет выглядеть. Основное блюдо мы взяли свежайшего удильщика, рыба-удильщик. Она вот такая страшная, она такая ух. И у нее какая особенность? У нее вот 2 слоя кожи. То есть одну кожу содрали руками, а вторую вот только на машинке. Вот она идеально почищена. Вот в таком виде. И он хочет ее скомбинировать вот со свежей каракатицей. Там, где каракатица, там уже идет, собственно говоря, гарнир из пасты, которая вот покрашена чернилами каракатицы. Вот. И все это дело вот он хочет приправить вот этими чудесными специями. Карри, куркума, кайенский перец, эстрагон. Ну, круто. Он долго провозился с травами, то есть как какие-то он знает штучки такие вот. На десерт мы получим классическую панакоту с неклассическим соусом, с неклассическим оформлением. Вот как бы так. То есть такое соединение традиций и новаторства. То есть все вот без молекуляр. I don't like molecular kitchen. Yeah. We make Real food. yeah, good. За хорошую еду. Ну что ж, погнали. Якудза, камикадзе, камикадзе, бонзай, Yes. Этот рецепт для Эдди открыл один японский солдат, который заблудился в Новой Зеландии, и он прожил 50 лет, думая, что война еще идет. Yes, Эдди? I explain for our viewers that this recipe you received from one Japan soldiers who 100 years ago. No, it's not that story. Another one. Hayabusa. It's samurai sword. Big one. Делается только самурайским мечом. Ну, как он жестко с ним расправляется. It's so soft. When you cut it, it's slippery, you know? It's like jelly. Try and remove all the defects, you know? See, that's all blood. It's got blood. So I have to take it off. It's defect. It's for cats. Yeah, exactly. What size of cubic you make? Okay, what is the test here? Bigger or smaller or? Yeah, not too big, but also not too small either. You want to be able to feel it in your mouth. And plus, when you add the lemon and things like this, it'll help break down the fish. Я вот вспоминаю, когда мы идем через Бискай или через Атлантику, тунец ловится сам по себе. И вот через 15 минут после того, как его поймали, он уже в виде сашими. Поэтому тунца, в принципе, можно есть вот в любом виде. А если он еще хорошо приготовлен. But I find if you take more time, you get a better result.
Yeah, Much better. something. Ah, yes. If you like, you can cut the avocado into about the same size as the tuna. Do you have big knife? Sword. I'll give you. It's not serious. So yeah, you know how to do Yeah? it. Yeah. Just the same, about the same size. Okay. And then everything looks even. С третьего раза. Не, у меня обычно лучше получается, друзья мои. Это вот что-то, видите, распереживался я. Так, и теперь Эдди сказал, чтобы я померил с помощью штангенциркуля размер этих кубиков и сделал точно такие же, 1 к 1. Ну, я вот примерил. Слушайте, ножи у него, конечно же, острые. Sharp knife. Very. Так, ну, дома у меня обычно лучше получается, честное слово. Я не вру. Тынк, 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 тынк. Так, попытка номер 2. Оп. Все. Бонзай. Как он это делает? У меня мама так умело делает. Пока я тут помучился с одним авокадо, Эдди уже настрочил целый килограмм салата. Так. Но вот это не смотрите, это из раннего моего. Так. Слушайте, я вот пока тут работаю на этом камбузе, смотрю, что здесь кухня больше, чем у меня дома. Я офигеваю от этой яхты, блин, просто супер лодка. Хочется прям готовить на ней, такие вот, есть такие вот порывы сразу появляются. Шеф. Great. Thank you. Good job. Служу народу Новой Зеландии. It's good for the crunch. Nice and crunchy. Did you fry it? Oh. Yes, in the pan. You make them crispy. Give it some color. And a little bit. This is fresh pesto. Very good. Just a little bit. I want to eat it now. We can. It's special too? Yeah. Oh, I never see it. It's good. Just this good. Специальный инструмент делает такие интересные эти. I want to see. Какая хорошая штучка. Никогда не видел, надо себе такую тоже купить. Ари, what is your first boat was in childhood? It was my father's launch. He had a motor yacht. Yeah, I grew up with him. We live right next to the river. And we used to have a little rowboat. I used to go with because I have 3 older brothers. Yeah. And my oldest brother is 10 years older than me. Yeah. I must have been about 4 or 5, I think. With the jackets and... Вы поняли, да? Значит, когда новозеландцу исполняется 5 лет, у него своя лодка. Long time, Yeah. long time ago. Ну, вот так вот, понимаете, то есть, ну, что поделать, вот повезло нам, мы в экипаж получили сейлора, фишера и хорошего кукера. It's a good life. Yeah. And good food. But your first sailing boat? For sailing boat, it wasn't until I was a little bit older, actually, until I was about 22 in New Zealand. It was my parents' friend. They had a boat. It's cruising boat or sportive boat? Just a cruising boat. Cruising. I'm actually not sure of the brand, or it was quite a long time ago, but not huge, maybe 14 meters, something like that. Not 14 метров для новозеландца это так. And you have to taste it.
It's okay? Я не называю ингредиенты, потому что вы их все видите достаточно простые, да? То есть он использует, собственно, самого тунца, жареные кедровые орехи, не жареные, а такие поджаренные слегка, как он говорит, только для цвета, перец сладкий, лук, петрушка, ну и цедра. Цедра вот таким аппаратиком очень чудно. We can start to plate, maybe. Yeah. Yeah, what do you think? Okay, why not? Yeah. Yeah. So, when we must add my avocado? So we're gonna do that first with this ring. Oh, But actually, before we even begin to do that, we're gonna dress the plate. So it looks quite beautiful, and we have some extra sauce, and it looks very pretty. Эдвард использует поршни только от Мерседеса для формовки своих блюд. Вот чистейшая немецкая сталь, рекомендую. Видите, поршень, не, гильза и поршень. Пардон, механики. So yeah, we can proceed to make the plate decoration. Abstraction. Пикассо. Я каждый раз думал, вот как у них вот это все получается. Первый раз присутствую при таком действии. Видите, бракованный авокадо лучше подошел, оказывается. Would you like to taste? Before? Yeah. Why not? Très bien. Просто тает во рту. Чума. Эдди раздобыл где-то в Ля-Рошеле черную икру. Вот. И вот он говорит, что как бы нужно, чтобы было вот это все дело в таком вот виде. Микеланджело. I like to put a little bit of. Последние штрихи. Ну, метр. Вау. Дизайн на лицо. Что ж, друзья, вот наш стартер готов. Просто смотрите, это произведение искусства. Nice and fresh. Да, он говорит, что очень умилительно. It's a little bit of This is- work, but you have to work. You add flavor, seasoning. But salt. how much? We spent about 10 minutes for all For this. preparation, yeah. Yeah. The longest part is actually going to get the food. So, but the end result is worth it. Très bien. Погнали. Что ж, друзья, мы начали готовить наш основной курс. Eddie, please explain what we can do. Okay, yeah, I'm just seasoning the fish, Yeah, salt and yeah. pepper. I'm portioning it, make Yes. sure it's a nice size for every individual. Yeah. Putting some nice herbs on the fish and things like that, the calamari. Yeah. And I'm gonna marinate it in that just a little bit with a little bit of olive oil Only olive oil. and maybe just a touch of garlic but at the end. Otherwise, it's too strong. So just a little bit. Значит, сейчас он подготовил все это на одну порцию. То есть он отрезал одну порцию нашего удильщика, добавил немножко перца, соли, ничего сложного.
добавил укропа. Он будет использовать каракатицу просто, как сказал, как для украшения. Хотя я вижу, тут такое украшение нормальное, только одним украшением наесться можно. Немножко оливкового масла, соль. Yes. Но не может он без перца, как бы вот, собственно говоря, вот так вот. Да, it's for design. Yeah, and a little bit of heat. The cayenne pepper. So it'll be quite nice when we got it on. But it's okay for seafood, no? Yeah, it's very good. Yeah? Yeah, it's very good. It's delicious. Ну вот как бы так и украсили перцем, чтобы немножко вот как бы такой пикантности придать. Далее он говорит, я сейчас буду использовать сковородку только для того, чтобы придать цвет этому блюду, потом это идет в духовку. Вот так. И сейчас параллельно Эдди приступает к готовке гарнира. И на гарнир у нас опять же все связанное с каракатицей. Вот у нас паста, которая покрашена чернилами каракатицы. Камон. So yeah, in a minute I'm going to start cooking the pasta. But before then I'm just going to prepare a nice tomato sauce to go with it as well. And then 160 градусов and 15 minutes. yeah, about 10 minutes, 10-15. 160 градусов он будет использовать на духовке и порядка 10-15 минут. Вот так вот. But very low temperature. So it's slowly cooking. Для лота, для удильщика важно, он говорит, его не перегреть, пережарить, да, потому что он тогда станет резиновым. Поэтому используйте аккуратно температуру и следите за временем. В жизни капитана яхты главное вовремя появиться на камбузе. Вот, so, Eddie, Yes, we on final, we are. of our main course. The main dish. Yeah. And we've got the pasta with the squid ink. I've got some nice calamari, as you can see, sliced a little bit differently. I'm not not doing the rings because I think it looks a little bit better. I also don't like rings. I Yeah. think it would be better, yeah. So this is Да. Что ж, друзья, мы здесь имеем пасту, очерненную чернилами каракатицы. Для украшения, действительно для украшения, он будет использовать вот такую каракатицу, уже без чернил. Базилик, лайм у нас. Вот готов соус, томатный соус и наш удильщик. Let's start. so I'll start. Always Научили. colour. Always a little bit of colour. Куркума для дизайна. Вот так вот. Нужно закрутить по часовой стрелке, чтобы было вкусно. Против, ребят, ну, черная паста не крутится. Та-дам! Вот так вот. Ой, блин, надо было перекусить перед началом такой съемки.
Дизайн наше все. И самый главный ингредиент. Опаньки. Смотрите, вот какой он вообще такой нежный, да, потому что он его очень вовремя как бы вытащил из духовки. Потому что, ну вот я готовил, да, и у меня он получился резиновый. Готовила моя супруга, он был вкусный. Смотрите, да, очень нежное, красивое блюдо получается. Ну, просто красота. Что ж, наш чудесный яхтенный ужин уже приблизился вплотную. Я сижу на великолепном катамаране Allegria 67 в старинной бухте Ля-Рошеля. Чудесный атлантический закат. Вы посмотрите, какую красоту, какую декорацию сделала наша стюардесса. Просто умиление. И бокальчик чудесного шардоне Шарант Маритим 19 года вполне будет сейчас кстати. Аромат яхтенной жизни, чего и вам желаю. Ну что ж, вы помните, у нас сейчас чудеснейший тартар из тунца с авокадо. Предвкушаю его. Это просто праздник какой-то. Чистейшее здоровье. Боже, какая вкуснятина, друзья мои. Это просто какое-то восхищение. Эдвард удивительный повар. Ля-Рошель удивительный город. И яхтинг просто удивительное времяпрепровождение. Чудесное вино, все как я просил, никакой кислотности, но в то же время вот освежающее, бульбашки плавают всякие в нем. Чудесно, чудесно, друзья мои. Ну и что, после такого чудного стартера время мейн-курса, основного блюда. Слушайте, вот боюсь даже есть, но нужно. Друзья мои, все только ради искусства, ради науки. Вот мне свежие вилочки, ножички поднесли и вот, ой. Это просто какой-то праздник жизни, я вам скажу. Вот так мы помакаем. Каракатечка чудесная. Какое нежное мяско. Наш удильщик просто великолепный, он просто тает во рту. Друзья мои, кушайте морепродукты и живите здорово.
Что я могу сказать? Мясо удильщика просто тает во рту, великолепно сочетается вот с черной лапшой. И действительно, вот это, как называл Эдвард, декорация, чудесно подходит в виде каракатицы, такой припущенной. Вот. И очень-очень хорошо подходит сюда соус. Эдвард у нас просто мастер соусов. И с хорошим соусом, знаете, что и удильщик хорош. Шикарное вино. Ну, здесь вообще мало виноградников, Шарант Маритим, но вот это вино действительно весьма-весьма отлично заходит. Что ж, друзья, да, мне наша стюардесса принесла бокальчик воды с нашего минерализатора. У нас же тут минерализационная установка стоит. Вот. И что я вам хочу сказать? Какая сладкая жизнь без сладкого десерта. Вот. И Эдвард меня побаловал сегодня вот такой панакотой с настоящей ванилью с Мадагаскара. Украсил ее, декорировал вот такой карамелью из тростникового сахара. Они говорят, что это французское. Ну, это скариб с острова Мартиники. Свежайшие фрукты и груша. Груша, вываренная в вине, опять же, с тростниковым сахаром. Я ему посоветовал добавить немножко арома в следующий раз. Вот. Собственно говоря, что может быть лучше вот такой чудный десерт с таким вот чудесным атлантическим закатом, друзья мои. Я беру ложечку и... Ой, боюсь даже... Это же просто произведение искусства, вы посмотрите, друзья мои. Très bien, très bien. Очень хорошо, очень вкусно, как говорят французы. Вот. Грушка. Это просто какое-то райское наслаждение. Друзья мои, яхтинг должен быть прекрасен во всем. Должна быть вот такая красивая яхта. Не какой-то чемодан, да, а вот действительно красивая яхта. Должен быть красивый закат. Должна быть красивая и вкусная еда. То есть на какой бы лодке вы ни были, стиль должен быть во всем, друзья мои. Рекомендую. Против депрессий, всяких вирусов рекомендую яхтинг 3 раза в день и на ночь, на всю ночь, на все тело. Яхтинг рекомендовано лучшими диетологами Европы, друзья мои. Что ж, друзья, вы просили какой-то гурманный ролик, получите. Я надеюсь, вам понравилось. Мы очень старались, вся команда наша старалась передать вот эти чудесные настроения. Что ж, и для тех, кто начнет сейчас говорить, что не каждый себе может позволить такую жизнь, не вопрос. Следующий ролик, гурманный ролик, я запишу со своей яхты, покажу, как я готовлю. Не буду использовать самые демократические продукты. Хотя и сейчас мы тоже не особо много потратились, я вам скажу. Главное не то, какой длины у тебя яхта, не то, сколько она стоит. Хоть 20 тысяч, хоть 20 миллионов. Главное то, что еда в кокпите с видом на море, с видом на вот такой закат, она воспринимается по-другому. Она по-другому вкусна, потому что на море, на яхте у вас просто очищаются все рецепторы. Вы по-другому воспринимаете даже еду, любую жизнь, любые вопросы, любые проблемы. Они просто воспринимаются по-другому, друзья мои. Поэтому я желаю всем приходить к морю,
в любом виде, насколько это возможно, просто открывать для себя этот параллельный мир. А для тех, кто может позволить себе взять эту яхту в аренду, пожалуйста, именно эта лодка будет доступна летом на Западной Средиземке, зимой на Карибах. Наша профессиональная команда будет также дарить вам радость во время отдыха. Вы будете получать удовольствие ежедневно. Если вам эта лодка понравилась, что вы хотите купить ее, не вопрос. Мы также ее очень грамотно укомплектуем, подберем такую же профессиональную команду, и вы будете получать огромное удовольствие, откроете для себя просто новую жизнь. А с вами был Саша Горан с Атлантического побережья, и до встречи в море. Пока.